Привет всем! Сегодня мы разберем один из способов редактирования изображения в плагине Nik Collection – Color Efex Pro. Для данного примера я использую фотографию популярного озера в Доломитовых Альпах – озеро Брайас. Ежедневно это место посещают сотни туристов, среди которых много и фотографов. Поэтому тем более хочется придать отснятому кадру свой почерк и стиль. Вот это наш исходник, а вот это результат. Кому интересно настройки камеры на момент съемки. Итак, нам нужен Photoshop и установленный в него Nik Collection. Загрузили Photoshop, открыли нашу фотографию, внимательно изучаем ее. Стараемся определить яркие детали. Я буду применять фильтр не ко всему полю кадра, а к некоторым участкам. В какой-то степени это как живопись, где нужно прописать свет, цвет и детализацию. Открываем Nik Collection Color Efex Pro. Слева у нас расположены фильтра, которые разделены на категории: пейзаж, портрет, архитектура. Мы выбираем пейзаж. Про контраст. С правой стороны у нас настройки управления фильтра, галочка активации и деактивации. Выбирая контрольные точки, мы применяем эффект к участкам. Посмотрите, как изменяется изображение, перемещая точку. Поставил точку одну, теперь другую. Снова на плюс, ставлю еще одну. Меня интересуют те участки фотографии, которые были бы яркими. Расставляем точки там, где нужно действие этого фильтра. В данном случае про контраст. В каждой точке можно корректировать яркость и размер. Жмем на Add и добавляем еще один фильтр – поляризация. Выбирая фильтр, не удаляется предыдущий, а именно добавляется. Внимательно наблюдаю за изменениями фотографии, когда перемещаю ползунок редактирования. Оставлю где-то здесь. Еще я хочу добавить немного детализации. В темных участках, особенно на деревьях и скалах. Я расставляю точки этого фильтра по участкам кадра. Как-то так. Не нужно спешить. Лучше всматриваться в наш пейзаж, тем самым погружаясь в него все больше и больше. Жмем ОК, и вот мы вернулись в Photoshop. Дальнейшая обработка будет происходить здесь. Основные действия направлены на цвет. Photoshop позволяет различными способами приходить к одному и тому же результату. Мы рассматриваем один из них. Проверяю, как было до и после. Ластиком стираю места, где не хочу видеть действие предыдущего фильтра. Мы получили кадр несколько ярче и жестче в деталях. На небе и на границах вершин гор эта жесткость не нужна. Регулирую ластик по форме, размеру и прозрачности. В каких-то действиях пользуюсь историей отмены. Убираю жесткость на участках воды, где в принципе нет структуры и детализации. Таким образом, мы как бы прорисовываем объем.
Закончив, объединяю слои в один. Видно, как левый край линии горизонта завален вниз. Свободным трансформированием поднимаю этот край. Объединив слои, я создаю копию. Этот прием без использования масок. Мы создаем копию, применяем изменения ко всему слою, а потом пластиком стираем те участки, где не нужно преобразование. Захожу в цветовой баланс и изменяю тон. Внимательно посмотрите, в тоновом балансе активны именно цвета. Как-то так. До и после. Выборочной коррекции преобразую зеленый и желтый. Этого оказалось недостаточно, поэтому снова создаю копию, добавляю свет и оставляю его на участках гор, елях и лодках. Это важно. Падение света только там, где я хочу. Свет в кадре должен быть виден. Для того, чтобы повторить и закрепить предыдущий урок, я воспользуюсь и здесь кривыми в цветовом профиле CMYK. Посмотрите, где и как я изменяю. Вернулись в RGB. Сейчас я хочу выделить и подчеркнуть в левой части кадра зеленый развод на воде. Красивый изгиб. Он должен быть читаем. Все изменения по ситуации. Смотрите внимательно и преобразуйте изображение, исходя из своих ощущений. И я специально перемещаю туда-сюда ползунок, чтобы мы могли наблюдать изменения. Для этого и нужна камера с неплохим динамическим диапазоном, чтобы свободнее работать в цветах и тенях. Умышленно оставил много слоев,
чтобы можно было наблюдать разницу в наших действиях. Красивый свет красного цвета падает на вершины гор. Я подчеркиваю эту часть. Мои действия повторяют предыдущие. Я копирую слой, совершаю эффект, меняю слои местами, эластиком прикасаюсь там, где нужны акценты. Немного красного оставил и на небе, а также на лодках и на частях воды внизу. И все же наша фотография более-менее равномерно освещена. Я решил еще раз выразить цвет, поэтому создаю дубликат, притемнил его по яркости, поменял местами слои и прорисовываю свет там, где хочу. В данном случае задаю направление. Еще раз для себя и для вас, для более устойчивого закрепления урока и понимания, я зашел в CMYK. Кое-что изменил таким вот образом. А потом к заключению еще раз посетил Ник Collection. Применил фильтр Pro Contrast по точкам, как и в начале нашего редактирования. Для мягкости использовал фильтр Sunlight. Будьте внимательны, перемещая ползунки, полагаясь на ощущения. О некоторых композиционных вкусах визуального восприятия я расскажу в другом курсе. Ну вот и все, друзья. Вот так вот было. И так стало. А так, я еще добавил кое-что. И если есть вопросы, пишите, спрашивайте. На связи. И обязательно хорошей творческой вам фотографии. Успехов!